Здравствуйте, дорогие подписчики и гости моего канала. Сегодня я хочу поделиться с вами очень интересным блюдом. Называется батат-гармошка. Нам понадобится 2 батата. У меня это примерно 1 килограмм. 1 зубчик чеснока, 20 грамм сливочного масла и чайная ложка оливкового масла или подсолнечного масла. Вы можете готовить и с обычным картофелем, но с бататом получается намного вкус интереснее и насыщеннее. Итак, начнем. Для начала поставим духовку разогреваться на 220 градусов. 220 градусов. И приступаем к подготовке картофеля. Для начала хорошенечко его вымоем. Я для этого использую вот такую губку. Вы можете использовать обычную губку для посуды, так как мы его не будем очищать от кожуры. Ну вот, наш батат готов. Можно приступать к подготовке. Итак, мы помыли батат, теперь будем его нарезать. Для этого я буду использовать вот такие 2 палочки для суши, потому что мы будем его надрезать не до конца. И для того, чтобы не прорезать до конца, я использую такое вот приспособление. Итак, берем и надрезаем таким образом, не до конца. Первая картошечка готова. Приступаем к второй. Вот, наш картофель готов, наш батат готов. Теперь мы приготовим соус. Смешиваем 20 грамм сливочного масла, 1 чайную ложку оливкового масла, чеснок, пропускаем через пресс, немножечко соли, перчика. Все как следует перемешиваем. Когда блюдо готово будет, вы можете досолить, если вы хотите. Все перемешали хорошенько. И теперь можно смазывать наш батат. Для этого возьмем противень, сбрызгиваю его немножечко маслом, выкладываю батат и начинаю смазывать приготовленной заправкой. Хорошенько промазывая каждый слой, каждый надрез. Следующий батат, он у меня немножечко здесь раскололся, но это ничего страшного. И точно так же промазываем все другие надрезы. Намажем. И оставляем его запекаться примерно 40-45 минут.
такая замечательная картошечка у нас получилась. Мы ее сейчас украсим. Кусочек фетты, немножечко помидор черри. Мне очень нравится еще руккола.